Многих садоводов интересует вопрос, какими растениями можно украсить тенистый сад. Считается, что в тени мало что растет и тем более не может красиво цвести. К счастью, есть очень выносливые и тенелюбивые цветы, которые легко мирятся с недостатком света. О самых красивых из них и пойдет сегодня речь. Например, даже под густым пологом деревьев хорошо приживется Джефферсония сомнительная. Этот выносливый многолетник родом с Дальнего Востока и способен зимовать без укрытия, начиная с 3-й климатической зоны. Джефферсония выносит понижение температуры до минус 40 градусов. Разрастается невысокими объемными кустиками высотой 30 см. Цветет не только очень красиво, но и обильно. Уже в апреле ее крона сплошь покрывается сиренево-голубыми цветами. Этот период длится по май. Далее кустики украшает не менее привлекательная листва в форме сердца. Молодые листья этого многолетника имеют фиолетово-красные оттенки, а взрослые с характерным сизо-зеленым окрасом. Но даже в течение всего лета на растении могут появляться одиночные цветы, что в сочетании с декоративной листвой смотрится очень эффектно. Этот очаровательный многолетник выглядит привлекательно уже с ранней весны до поздней осени. Джефферсония способна украсить любой тенистый уголок и не требует пересадки много лет. К почвам неприхотливая, хотя для нее предпочтительный рыхлый и умеренно влажный листовой перегной. Если вам удастся приобрести это растение, я уверена, что вы захотите его размножить. Это проще сделать делением куртин, так как семена Джефферсонии быстро теряют свою схожесть. Чтобы вырастить сеянцы, вам потребуется летом собрать семена и сразу же их посеять. Обратите внимание еще на один очень привлекательный многолетник, который ярко цветет даже в тенистых местах. Это увулярия крупноцветковая. Прелесть этого растения в его насыщенно желтых колокольчатых цветах, которые создают солнечное пятно в саду. Увулярия зацветает в мае. Само растение высотой до полуметра. Кустики достаточно объемные, с густой зеленью и с удлиненной листвой. Такие растения очень освежают и визуально осветляют участок, образуя яркие живописные пятна. Данный многолетник отличился не только своей терпимостью к нехватке света, но и зимостойкостью, а также простотой в уходе. Увулярия родом из Северной Америки и на территории средней полосы неплохо зимует. Такие цветы создадут эффектный светлый акцент и украсят любую тенистую зону. Такой же яркой и неприхотливой жемчужиной участков, скрытых от солнца, является стойкая красавица Сангвинария канадская. Удивительно, что настолько красивые цветы могут радовать нас даже в тени. Сангвинария – одна из таких стойких красавиц, которая ко всему еще и выносит суровые морозы до минус 40 градусов. Этот эффектный многолетник с годами образует небольшие полянки, но при этом агрессором не считается. Высота кустика всего до 20 см. Цветет сангвинария очень красиво весной. Ее цветы не крупные, но их количество и безупречный вид, напоминающий белые водяные лилии, приводит в восторг. Наиболее популярным в садоводстве считается махровый сорт сангвинарии Flow Plena. Данный многолетник не только неприхотливый, но и устойчивый к поражениям болезнями и вредителями. К тому же кустики сангвинарии привлекательны даже без цветов за счет своей декоративной листвы. Такие цветы, несомненно, украсят любой тенистый уголок сада и избавят вас от лишних сложностей и суеты по уходу. Следующее растение, которое поразит вас своей красотой и выносливостью, это триллиум. Среди этого многолетника есть разные сорта, которые отличаются окраской и видом цветов, а также декоративной листвой. Например, у триллиума лютеум листья с характерным мраморным рисунком в виде серебристых пятен. Цветы желтого цвета. Есть интересные разновидности с темно-красными и кремовыми цветами. Но самую большую популярность завоевал триллиум с невероятно красивыми махровыми цветами. Это сорт Flow Plena. Несмотря на небольшие размеры кустиков, цветы достаточно крупные, около 8-10 см в диаметре. К тому же их обычно распускается сразу по несколько штук. Посадки триллиума создают эффектные цветочные поляны из россыпи жемчужных цветов. Цветение длится в мае-июне. Что интересно, лепестки Flow Plena со временем приобретают легкую розовину, которая дальше переходит в более насыщенный розовый тон. Это очень красивый и неприхотливый многолетник. Он редко болеет и выносит без укрытия морозы до минус 39 градусов.
Даже под густым пологом тенистого сада хорошо приживется еще один очаровательный цветок под названием печеночница. Среди этого красивого первоцвета есть высокодекоративные, редкие и махровые сорта, но даже самые простые печеночницы способны украсить любой уголок сада. Эти нежные на вид цветы отличаются своей стойкостью и неприхотливостью. Печеночницы можно высаживать под кронами деревьев и даже в самых притененных местах. Такой многолетник станет расти без специального ухода, своевременного полива и укрытия на зиму. Настоящие фавориты тенистых участков – это очаровательные горянки и астильбы. У горянок весьма причудливые цветы. Они словно маленькие эльфы, парящие над кустами. Листва тоже может иметь необычную пятнистую окраску. А вот у астильб соцветия скорее напоминают красочные метелки. Цветение ярких сортов этого теневыносливого многолетника порой восхищает. Пышные цветочные кисти могут быть всевозможной окраски, за исключением синей и желтой. К тому же цветет астильба почти все лето. Если вы захотите украсить астильбами свои цветники, имейте в виду, что в продаже можно найти самые разные растения, которые будут отличаться не только окраской соцветий и листвы, но и размерами. Есть карликовые астильбы, низкорослые, среднерослые и более высокие, достигающие высоты более метра. В тени сада приживутся такие растения, как керенгишома дланевидная и василисник. Из последнего получается шикарный ажурный фон из мелких цветочков. Хотя есть василисник карликовой формы под названием киустский. Из симпатичных цветов также можно высадить неприхотливый пупочник. Очень эффектные цветочки у пупочника каппадокийского сорта Starry Eyes. Они голубого цвета с выраженной белой каймой. Распускаются в апреле-мае и очень обильно цветут. Сами кустики высотой до 20-30 см. Россыпь мелких цветов пупочника невероятно украшают и освежают тенистые уголки сада. К нему в компанию можно высадить невысокие сорта децентры, которые отличаются не только ярким и обильным цветением, но и ажурной сизо-зеленой листвой. Очень красивые гибриды децентры исключительной и децентры красивой. Многие виды этого многолетника способны цвести с мая по август. В эту компанию красивых цветов стоит добавить анимонеллу. Данный многолетник способен расти как на открытых участках, так и в тени. Хорошо разрастается в виде невысоких куртин высотой до 25 см. Анимонелла красиво смотрится даже своей ажурной листвой. Но особую прелесть растению придают очаровательные яркие цветы, которые распускаются с апреля по май. При подходящих условиях и в притенении кустики цветут около 2,5 месяцев. На постоянном солнце отцветают гораздо раньше. Анимонеллы относятся к разряду самых неприхотливых и зимостойких многолетников, с которыми справятся даже самые неопытные садоводы. И подобных красивых растений еще очень много. О некоторых, перечисленных в этом ролике, на моем канале есть отдельные видео. Если вам будет интересно, все ссылки я оставлю в описании. Также хочу попросить вас поделиться своим опытом и посоветовать, какие еще неприхотливые цветы можно выращивать в тенистых садах. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Я считаю, что сад должен выглядеть красиво даже на тенистых участках. Стоит только подобрать достойные и выносливые растения, которые станут радовать вас своим цветением, даже несмотря на нехватку солнечного света. А если вам эта информация была интересной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале.